Всем привет, и сегодня будет полезный видос по поводу того, как исправить или даже лучше не допустить неприятный вкус самозамеса. Почти под каждым видео вижу, что у одного-двух людей что-то не получается, и, как я понял, они часто сталкиваются с такой проблемой, как слишком горький, слишком химозный, слишком резкий и в целом неприятный вкус самозамеса. Если жидкость никотиновая, проблемой также становится сильный трот-хит, он же удар по горлу, также иногда получается запах тухлых носков или половой тряпки. В этом видео мы попробуем разобраться, почему так выходит. Если вы уверены, что это не гарь, а проверить это можно, посмотрев на свою спираль или на испаритель, если вы мажоры юзаете не обслугу. Так вот, если она чистая, на ней нет полумиллиметрового черного нагара, ваша вата не черного или ярко-оранжевого цвета, попробуйте воспользоваться советами по улучшению вкуса жидкости. Точнее, даже не советы, а разобраться в том, как это работает. Что именно влияет на вкус? Первое – это качество никотина. Никотин очень сильно влияет на вкус жидкости. Прежде чем добавить его в самозамес, нужно убедиться в том, что он имеет высокое качество и он не старый. У никотинового концентрата есть срок годности, хоть и довольно большой. Также важно, чтобы никотин не окислился и нравился вам по вкусу. Как бы странно это ни звучало, но никотин – это индивидуальная тема. Я, например, терпеть не могу ксиан. Что бы я с ним ни делал, у меня получаются носки. А другу, наоборот, нравится, при том, что я люблю Алкем и Мерк, а другу они кажутся слишком ТХ-шными. В общем, тут мы имеем дело с субъективными предпочтениями по производителю. Поэтому не торопитесь брать сразу много. Вообще, качество никотина можно определить еще до его покупки по самому банальному признаку – его цене. Чем дороже никотин, тем лучше он очищен. А чистота никотина – это залог того, что при высокой концентрации он не будет явно заметен на фоне вкуса аромок и сладости глицерина. Хороший дорогой никотин практически не имеет собственного вкуса, и его присутствие становится очевидным только при очень большой дозировке. В современных реалиях это 6 мг плюс. Старый никотин начинает окисляться, в особенности под действием ультрафиолета, то есть прямых солнечных лучей. Окислившийся никотин меняет цвет от прозрачного к желтоватому, а иногда и янтарному. На вкус он становится горьким, увеличивается трот-хит, который удар по горлу. И если срок годности никотина приближается к концу, нужно либо поскорее выпарить его, либо сразу заменить. Сразу совет. Старайтесь не оставлять самозамес настаиваться на подоконнике, также не стоит хранить там никотин, лучше темное место. Никотин надо правильно хранить в плотно закрытой таре, в темном прохладном месте. Для длительного хранения его следует убирать в холодильник, лучше сразу в морозилку. И будьте осторожны, фактически это яд. Смотрите, чтобы дети или домашние животные до него не добрались. Таким образом, если вы парите никотиновую жидкость, то на качество никотина нужно обратить внимание в первую очередь. Если он становится горьким, то горьким будет вся жидкость. Любая жидкость, независимо от типа и количества аромок, которые вы туда нальете. Как ни пытайтесь его замаскировать, вкусовые рецепторы будут концентрироваться именно на этой горечи, носках, тряпках, и вы будете думать, что все рецепты самозамеса в целом говно. Следующее, чего мы коснемся, это само качество рецепта, по которому вы делаете самозамес. Самые распространенные проблемы с рецептами, приводящие к неприятному вкусу пара, таковы. Вы используете ароматизаторы, которые сами по себе неприятны. Яркий пример – карамель, которую часто берут вместо карамель оригинал. Или я еще очень не люблю аромку Мэри Джейн, но у нее есть свои почитатели. Концентрация ароматизаторов слишком высока под базу, с которой вы работаете. Из этого следует следующий пункт. Плохой баланс ингредиентов жидкости. Зачастую плохой вкус жидкости путают с трот-хитом от никотина. Если горло дерет при концентрации последнего равной 3 и меньше, то проблема явно не в нем. Следует перепроверить рецептуру и баланс компонентов базы. Конечно, если вы правильно добавили туда никотин, и у вас точно 3 и меньше. К неприятным ароматизаторам также можно отнести некоторые цитрусовые вкусы, а также вкус хлопьев. Они печально известны тем, что горчат практически всегда, и при неверной концентрации выходит дикая дичь. Также некоторые виды тропиков, ананас и дыня, если переборщить с концентрацией, получится запах жидкости для снятия лака. На вкус, в общем-то, будет нормальный, но вот запах будет адово-химозный. Другой вариант использования вкусов, которые не нравятся лично вам. Это я описывал ранее на примере той же Мэри Джейн. Не очень люблю тропики и так далее. Но это я. Вы, например, можете не любить клубнику, которая мне очень нравится. И, наконец, как и никотин, ароматизаторы могут портиться или иметь низкое качество. Я советую покупать ароматизаторы только в проверенных магазинах. Например, в том же Cloud-Bar. И делать самозамесы по проверенным рецептам. Не обязательно моим рецептам, но открытым источникам, куда каждый может выложить рецепт, доверять особо не стоит. Исправить переаромленный рецепт можно, добавив базу. Например, разлив его пополам в 2 емкости и залив базой, аналогичной в первозданном
первозданном рецепте. Вы снизите содержание аром в 2 раза. Также в этих разбавленных бутылках можно попробовать вытянуть вкус, добавив нужный ароматизатор, и не добавляя тот, который переаромил этот рецепт. В общем, разбавив жидкость, у нас появляется много путей для отхода. Вообще, изначальная рекомендация не мешать сразу много. Пробовать лучше в 50-миллилитровых флаконах. Понравилось? Мешайте хоть 10 литров. Рецепты в процентах, на емкость им все равно. Следующим важным пунктом будет содержание пропиленгликоля. Его нужно разобрать более подробно, так как в интернетах существует масса устаревшей информации по соотношению, и к современным устройствам они мало применимы. Давайте разберемся, что вообще дает пропиленгликоль, он же ПГ. Чем больше ПГ, тем лучше всасывается никотин. Чем больше ПГ, тем меньше пара. И чем больше ПГ, тем вкус жижи менее сладкий. Также, чем больше ПГ, тем менее быстро портится спираль, что важно для пользователей необслуживаемых испарителей. Однако из-за высокого содержания пропиленгликоля на первый план в жиже выходит никотин, что усиливает тротхит и горечь пара. Особенно это заметно в тех случаях, если качество никотина не слишком высокое. Кроме того, некоторые люди особенно чувствительны к пропиленгликолю. У меня есть знакомый, который бросил вейпинг из-за реакции на ПГ. У него появлялся отек бронхов и вследствие обострялся хронический бронхит. Звучит не очень приятно, но в итоге он теперь ест отвратительные мешочки с табаком, которые называются снюс. Гадость еще та, по моему мнению. Так вот, лучшее соотношение пропиленгликоля к глицерину, подходящее под современные тренды устройств со свободной тягой, это 70 ВГ на 30 ПГ. Это позволяет без проблем использовать такую базу на всех типах устройств. Но если вам нужны ощущения, которые приближены к сигаретным, вам нужно соотношение базы 50 на 50. При этом вам нужно будет занижать содержание ароматизаторов в 95% современных рецептов, так как они адаптированы к 70 на 30 и выше. Сделать это можно в калькуляторе с проверенными рецептами, которые я всегда выкладываю в открытом доступе под каждым новым рецептом. Также давайте рассмотрим частую ситуацию, когда мы берем рецепт и заливаем его просто базой. 99% ароматизаторов это концентраты, разбавленные пропиленгликолем, то есть добавляя аромку к базе, вы фактически увеличиваете содержание ПГ на количество аромки. Тем самым, если в рецепте более 25% аром, нужно быть аккуратными с готовыми базами от 70 на 30. И ни в коем случае не стоит заливать их готовой базой 50 на 50. Сделав так, вы получите олдскульный Ice Blade или ледяной клинок, который втыкается в ваше горло, и там будет обратное соотношение ПГ на ВГ, то есть 70 ПГ и 30 ВГ. Сделав так, вы подумаете, что самозамес это явно не ваш. Ну и помните, что самый простой способ что-то исправить – это разбавить ваш неудачный рецепт базой или чистым глицерином. А если вы тайфун, кайфун, сигаретный тяг, ваша база это 50 на 50. И занижение ароматизаторов в рецепте минимум на 20%. Для этого в калькуляторе есть отдельный пункт в блоке «Желаемая пропорция жижи» под названием «Аромы». Давайте еще раз суть. Качество компонентов, качество рецептов и количество пропиленгликоля. Возможно, я что-то забыл сказать. Если хочешь поправить или дополнить данную информацию, пиши в комментариях. Возможно, наберется информации на еще один видос такого плана, и он поможет разобраться с проблемой остальным. Ну и, конечно же, если тебе помог этот видос, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Тут выходит очень много вкусных и проверенных рецептов. К ним всегда идет калькулятор в Excel, где ты можешь поменять концентрацию на нужную, и есть текстово-графический вариант в моем инстаграме. Ссылка на него также присутствует в описании этого видео. Там, кстати, появляются миксы и не только из видосов. Ну и спасибо, что ты досмотрел это видео до конца. Приятного и пока!